Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала, дорогие гости нашего канала. Вы зашли на канал 11 приемных детей и мы. Мы очень рады вас приветствовать. Наша семья на таком глобальном карантине почти. Кто-то из наших друзей в комментариях написал: у вас почти госпиталь. Да, потому что осталось здоровых только здесь 4 детей и Владик. Получается, 5 детей не болеют, 6 деток сейчас болеют, и мы с папой уже недомогаем достаточно нормально. То есть это наше утро. Утром мы заправили кровати, привели себя в порядок, и начинается весть. То есть мы меряем температуру, мы дышим небулайзером, мы принимаем процедуры. В этот раз в комментариях были такие недоразумения, что несколько человек из очень добрых побуждений высказались, что нельзя дышать, ингаляцию делать при температуре. Да, нельзя ингалятором паровым делать, потому что теплый пар при температуре нельзя. Это небулайзер. У него просто холодное распыление. Лекарство идет. Вот с помощью этого распыления оно хорошо достигает того места, которое надо лечить, то есть бронхи, легкие, все куда направлено. Мы в данный момент дышим на бронхи. Мы дышим лекарством. Даже я сама, когда болела пневмонией, я всегда дышу с большой температурой небулайзером. Это очень хороший аппарат. После того, как я 6 лет назад переболела первый раз вирусной пневмонией, сразу по рекомендации врача я купила такой аппарат, и уже это 3-й у нас аппарат. Мы покупаем постоянно, потому что без него жить уже даже не можем. Почему? Детей много. Каждый вирус, допустим, вот в этот раз у самого маленького Ванечки был кашель сухой. Мы дышали лазолваном. Брали 2 мл лазолвана и 2 мл физраствора. И несколько дней дышали. Костя астматик, вот он сейчас дышит. Я обработала, после каждого ребеночка я бегаю, мою маску, обрабатываю все. Градусник вон у меня на тумбе с телевизором стоит специальный, обрабатывать антибактерицидное средство. Я обрабатываю, хоть детки, мы все родные, да, мы приемная семья. Но это наша семья, мы все родные. Наши все бактерии, все поперемешалось. Но я все равно обрабатываю градусник и даю деткам мерить температуру. Снежана уже не выдержала. Она несколько дней не брала ролики. Вчера вечером мы с папой даже засомневались. И прошу прощения за свой голос. Ну, просто вот так. У меня это слабое место. Я астматик. Поэтому чуть что сразу голос сипнет. Снежана до этого не брала ролики. И вот, наконец-то, она сегодня вырвалась на арену. Гоняет на этих роликах по всему дому. Ездит куда хочет. Видите, уже как свободно ходит после того дня, как мы им подарили. То есть вот так. Ульяна у нас тоже сегодня дома. Сейчас дышит Максимка. Тоже у него кашель какой-то. Максим тоже тяжело болеет. Прям несколько дней долго держится температура уже. Но ничего, уже все равно полегче становится. Уже глазки повеселее стали. Снежана вон уже на коньках носится. Надеюсь, что они скоро все уже забегают. Как бы нету такого, что они сегодня лежат. Вчера лежали. Но все равно дети, они же всегда почти на ногах переносят. Хотя, когда я сказала Ульяне, говорю: дочь, ты заболела? Давай иди, вот обед, полежи. Она так: приляжь на кровать. Она так на меня посмотрела. То есть детей тяжело уложить в кровать. Кто-нибудь бы мне или папе сказали бы: наказаны, давайте на 2 дня в кровать. О, я еще хуже себя буду вести, пусть меня на 3 дня положат. То есть, ну вот так, Костя еще живы роботы детей, которых мы им подарили на День желаний. И Ванин жив робот, и Максима, и Костин, и они до сих пор с ними с удовольствием играют. Ну вот у нас попытка номер 2 оформления паспорта, да, Рома? Взрослая жизнь не заканчивается, теперь все. Сейчас я закрыто.
Отправились мы с Романом в НФЦ. Надо подавать паспорт. Опять мы едем с паспортом. Дело в том, что с паспортом нельзя тянуть. И если мы будем тянуть, во-первых, будет штраф. Во-вторых, я как вспомню, Валерину ждали эту регистрацию 3 месяца. Школа раз 100 позвонила. Ну, опеку я поставила в известность. Они там созвонились с паспортным столом, почему они не делают. Они им объяснили, и все. А школа никак не могла понять. И вот чуть ли не через каждую неделю, да, еще и ругались на меня, что я мама безответственная. Я им объясняла, что у меня все бумаги на руках, что паспортный стол меня заверил, что у меня не должно быть никаких неприятностей, что это не от нас зависит, что это Республика Бурятия нам не отвечает, что 3 раза делали запрос. Ну, а они мне, я их тоже понимаю, они мне объясняли, что их кто-то теребит из-за этого паспорта, поэтому вот так вот все друг друга теребят. В наше время, мне кажется, раньше такого не было, и мне кажется, я не помню. Мне кажется, когда я получила паспорт, вообще никому не было никакого дела. Мы же не носили раньше никуда паспорт. Мы не носили ни в школу, никуда. Ну а теперь ты посмотри, с Валерой вот мы столкнулись первый раз. Оказывается, столько инстанций, столько людей хотят узнать, получили мы паспорт или нет. Ну, главное, документально у нас все подтверждено, что это не мы тянем, что это вот такие обстоятельства. Сейчас мы заплатим госпошлину и сразу в НФЦ. Еще надо зайти у Никиты. Никита не получит жилье после 18 лет. Никита, Василиса, Костя. Они не получат жилье после 18 лет, потому что мама ихняя родная, биологическая, во-первых, сняла материнский капитал и купила однокомнатный домик. И она в нем живет, и вот этот домик частями раздолблен, разбит на всех детей. И мы еще и оплачиваем долю в этом доме. То есть я каждый год в декабре, я не говорю, что это много, это копейки, но все равно каждый год в декабре езжу в налоговую и оплачиваю за жилье, за эти метры, на которых сейчас живет мама Никиты, Василисы и Кости. У Валеры тоже не будет, у Валеры будет жилье, но только потому, что у него папа постоянно лежит в больнице со справкой. Поэтому Валерии из таких соображений дают жилье, но у него тоже есть бабушка. Там приватизирована квартира в Бурятии. В этой квартире доля дяди, доля папы, доля бабушки и доля Кости, Валеры. И вот я тоже за эту долю каждый год должна платить. Но там бабушка более ответственная. Я уже говорила, что она никогда бы не отдала Валеру, просто ей не разрешают. У нее тоже, видать, документы, и нету должного контроля над детками. Ни постельного белья, ничего, то есть ухода нету. А так бабушка никогда бы не отдала бы Валеру. И там тоже есть уголочек у Валеры. Там родственники, видать, брат папин. И тоже я должна оплатить. Но бабушка оплачивает. Вот сейчас еду узнать, оплатила бабушка или нет. А за тех деток заплатить надо. Вот такие разные сложности есть у приемных родителей. Везде надо ходить, все проверять, перед всеми держать отчет. Ничего страшного. Ну, а также мне еще на этой неделе, край завтра, край понедельник, вторник, мы уже
желательно, конечно, завтра это сделать. Мне надо съездить в опеку, отвезти ксерокопию писем на алименты. Переделали, я теперь постоянно буду запрашивать у приставов информацию о алиментах. Но алименты, я хочу вам сказать, по нолям. Есть алименты немножечко подкуплены у Валеры. Опять же, Валеры в этом плане, хотя ничего хорошего, но Валере в этом плане повезло. Папа получает пенсию, и прям с пенсии у Валериного папы эти алименты берут. И они копятся на книжки. Когда Валера станет взрослый, эти алименты он снимет. И в том году, когда я брала распечатки в банке, лишь только в том году это было, я увидела, что еще двоим деткам идут поступления, открыт счет. Ну, у них счет сразу был открыт, когда они только поступили в приют. И открыт счет, и идут туда денежки. Небольшие, но идут. Какая разница, сколько. Ваня с Анютой, видать, судебные приставы все-таки достучались до их отца. И он немножечко, видать, силой или как. То есть, он платит алименты. Все. Эти денежки тоже копятся. Я их не имею права снимать, у меня нет никакого желания их снимать. И также они до 18 лет будут лежать на их счете. Даже если каждый год по 6 тысяч, все равно чуть-чуть, хоть 20 тысяч, но накопится, да. То есть неважно сколько, главное, что они там есть. Вообще, вот по мне, если честно, то не нужны эти деньги, потому что я как-то где-то прочитала, что, оказывается, если родители оплачивают алименты, даже силой с них их изымают, то потом в старости они могут подать на детей на алименты. И зачем оно мне надо, чтобы потом подали на Анюту и на Ваню, родитель, который вообще не проявлял никакого интереса. То есть мне вот не нужны эти деньги. Мы лучше вот как с Владиком сейчас живем, заботимся о нем, он заботится о нас. Он звонит каждый день сейчас. Он, правда, интересный такой стал. Прям дорожит отношениями. Были разные периоды в жизни в нашей. Переходный возраст давался по-разному. То есть это наше личное. Огласке оно не отдается. Но сейчас интересные такие отношения у нас, он очень ценит. Поэтому также хотелось бы, чтобы вот и с другими детками не хотелось бы. Не нужны эти элементы, но перед законом мы обязаны, судебные приставы обязаны требовать эти элементы. То есть какая-то вот непонятная каша. Ребенок в жизни ими пользоваться этими деньгами не может. Сейчас они лежат, эти копейки. Но в конечном итоге родитель может подать на алименты. Интересно, для чего? Ребенок не живет в доме, в однокомнатном, где мама даже не идет к нему ни на какие отношения. Но ребенок не получит жилье, а должен ехать там себе этот угол отнимать. Ну и зачем? Если наши дети захотят жить с нами, то мы лучше будем думать, где они будут жить. У нас соток нормально на огороде, дома им настроим и будем жить, а что делать? Домики поставим им нормальные и будем жить с ними вместе, все на одном участке. Не нужен нам огород, машину найдем, где поставим. Но это я так к слову, как говорится, будет день и будет пища. Я поделилась, что и не нужны эти элементы-то, по идее. Вот зачем они нужны? И пусть бы тогда, раз родители, дети им не нужны, и пусть они там живут, эти родители, как бы своей жизнью, раз они не хотят никак по-другому жить. То есть вот такая информация. Ну, возможно, там как-то все равно это все пересмотрится, а то представьте, вот так, да, ребенок вырос, а хлопаю, еще и в конце концов должен будет заботиться. Роман сидит
паспорт ему делают. Ага, его загородили. Встает во взрослую жизнь, да, сына? 10 дней сделают паспорт. Да, 10 дней паспорт. Сходили, подали Роме документы. 13 числа, 13 января забирать документы. Сейчас пошли в налоговую. Это может быть обед, да? А сколько время? Вау. Час. Они, по-моему, обедают как-то вот так. Ага. По-моему, один обедает, другой... Пошли, Рома, скорей. Как-то вот так, да. А может быть и нет. Видишь, сколько ушло. Сколько время? Время час. В час обед, что ли, да? Федеральная налоговая служба. Сейчас узнаем про Никиту и Валеру. Вы что так сели-то все? А мы тоже хотим сниматься. Сели, главное, такие деловые. Да ничего не брали. Купили сегодня, с Ромой ездили. Да зашли. Панель светодиодную, это папа взял. Взяли эти. Посудомойку. Порошок мы берем вот такой. Что только не пробовали, но вот этот более-менее нам нравится. Три баночки, папа. Я даже не заходила, папа ходил. Да, себе купила эти. Да, такие. Для гриля. Вот, доставай. Ну, почему? Вот даже пирожки жарю, раз И вытащу. сосиски. Ну, она такая, ну, посмотрим. Вот, даже там кружочка. Порошок взяли. Стиральный биопорошок. Алоэ огурец. Не трогай. Корейский. Японский. Высококонцентрированный. Чей? Для цветного белья. Такой порошок взяли. Вот такой. Дальше. Это я опять взяла коврик в в противень, когда жарю. Ариэль взяла с пятновыводителем. Мне очень нравится такой Ариэль. Постоянно его беру. Так. Мы подвигаем. В одной стояла. И Ферри тоже. Ну так не пойму, японское это. Это мыло. Это японское. Уже. Я вот не люблю покупать японское, корейское, на котором уже по-русски написано. Я люблю покупать, на котором не написано по-японски. Только по-японски, чтобы... Ой, как пахнет. Ромашкой. Это посуду мыть. Какой ромашкой? Апельсином. Грейпфруктом. Это дочина умывальничек. Это Вот мама здесь сок сделала. Сок сделать? Вы смотрите, не это посуду мыть. Фейри, вы что? Не знаю. Зубная паста. Новая? Ну, у нас... Да. Я и как Это тофифи. Уже увидали. Это тофифи, мама. Тихо-тихо переломаете. Это вафли со сливочным вкусом взяли. Это такие печеньки. Вот такие мы же любите, такие печеньки. Да. Это сэндвичи, такие печеньки. Дети, можно я скажу? Можно? Ну скажи, что хотел сказать. Это не с кино было. Из кино? Да. Мы будем кушать. Это сэндвичи тоже такие, печенюшки. Это рахат лукум. Конфетки я вам часто такие рахат лукум. Нет, доберу. Это Рома брали вот такие печеньки. Задумка. А внутри со сгущенкой. Это досточки для нарезки взяла. Так, это еще зубная паста. Так, это маски. Это досточки взяла.
красиво иногда нарезку сыра сделать и в 3 местах положить. Для сервировки стола, смотрите, здесь, да, и здесь. Красиво будет, да? А это Красиво. что-то. А это взяла силиконовые формы. Не шоколад. Нет, вафли печь. В духовке. У нас просто есть вафельница электрическая. Но мне кажется, почему-то вот надо еще больше таких брать. И она вся там поплавилась. Положи. А это который мы брали с вами уже. Да, но это другой только, мама. Понравились? Зубочистки. Не понравились тебе? Ну, ты не кушай, раз не понравились. Это дети, это печеньки кушают. Мама, Это крекер взяли. Так, печеньки. И трубочки. Так, детям ложить их на стол. хорошо, На стол вазочку высыплю. Это тоже крекер. Да, а еще такие вафельки. Шоколадные такие. Да тихо вы. Колбаску купили ветчину куриную. Хорошая колбаска, это гостовская. Чем вы занимались? Мультфильм. Потом я начала запитать. А кто тебя так заплел? Я сама. Ой-ой-ой. Это столько заколок ты наплела. Да. Ой.